Всем привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня свежее обновление, которое вышло в первой половине дня сегодня. И как назло, разработчики выпустили его без какого-либо предварительного анонса. В этот момент я уже находился на даче, без ноутбука, поэтому записать ролик сразу, к сожалению, у меня не получилось. Думаю, многие из вас уже успели ознакомиться с обновлением, но, как мне показалось, большинство сразу переключились на новые донатные возможности, практически не обратив внимания на остальные изменения. А ведь помимо донатных бонусов в этом патче есть несколько действительно интересных нововведений, которые коснутся всех игроков. Именно поэтому сегодня мы подробно разберем каждый пункт обновления, обсудим, что изменилось уже сейчас, а что появится в игре немного позже. Так что устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, кружка чая или кофе уже с вами. Ну а мы начинаем. Вообще, сегодняшний день Whiteout Survival вполне можно называть днем донатера. Разработчики решили дополнительно поощрить игроков, которые когда-либо донатили в игру. Причем неважно, активно вы донатите или сделали всего несколько покупок. Определенные бонусы смогут получить многие. Но об этом мы с вами поговорим немного позже. Для начала давайте разберем остальные изменения. Мы с вами открываем доску объявлений и смотрим на патч 30 июля. Всего нас ждет 9 изменений, поэтому предлагаю пройтись по каждому из них. И первый пункт – это оптимизация аватара губернатора. После обновления игроки с активным VIP-статусом смогут нажимать на аватары других губернаторов и просматривать их в высоком разрешении. Если же эта функция вам не нужна, ее можно отключить в настройках игры. Давайте посмотрим, как это работает. Мы с вами заходим в профиль любого губернатора и нажимаем на его аватар. И теперь изображение открывается в увеличенном качестве. Мелочь, конечно, но выглядит достаточно приятно. Хотя, если честно, это далеко не самое интересное изменение сегодняшнего обновления. Теперь мы с вами переходим ко второму пункту. И это уже оптимизация VIP-магазина. Разработчики понизили уровень VIP, необходимый для получения определенных предметов, и добавлены новые предметы обмена, такие как полировочный раствор, проектные планы и чертежи талисманов. Но здесь важное уточнение. Эти изменения вступят в силу только 3 августа. Поэтому прямо сейчас никаких нововведений в этом магазине вы не увидите. Как вы знаете, у меня уже максимальный уровень VIP, поэтому сейчас мне доступны все товары, которые есть в магазине. После обновления обязательно вместе с вами зайдем сюда еще раз и посмотрим, что именно изменилось. Кстати, уже многие ждут ролик про внутриигровые магазины. Думаю, будет правильно выпустить его именно после 3 августа, когда все изменения уже появятся в игре. Тогда мы сможем полностью разобрать каждый магазин и понять, что действительно стоит покупать, а на что тратить ресурсы не имеет смысла. Ну а мы идем дальше. И следующий пункт – это оптимизация события «Схватка». Теперь количество боев, доступных в каждом событии, увеличено до 10. Если память мне не изменяет, после одного из прошлых обновлений это количество сократили до 6. Теперь разработчики решили вернуть 10 попыток. Посмотрим, насколько это влияет на само событие. Но, как и раньше, наша главная задача – максимально быстро закрыть активность и получить все положенные награды с минимальными затратами времени. Кстати, многие подписчики моего телеграм-канала уже заметили одну закономерность. Событие «Схватка» проходит раз в месяц во время периода внутреннего замка, а именно на неделе проведения мероприятия «Король Ледяного поля». Если не ошибаюсь, отдельного ролика по этому событию на канале у меня нет. Если на выходных получится выкроить немного времени, обязательно сниму подробный разбор. Но заранее обещать не буду. Сами знаете, выходные у меня обычно расписаны. А теперь переходим к следующему изменению. Это оптимизация маяка. Разработчики сократили время марша в заданиях разведки, а именно в разделе «Охота на зверя», благодаря чему выполнять их теперь немного быстрее. Давайте проверим прямо сейчас. Честно говоря, визуально действительно кажется, что войска стали двигаться быстрее. Для меня это приятное изменение. Как вы знаете, я всегда стараюсь экономить энергию и на полярах, и на маяке. Поэтому любое ускорение позволяет немного быстрее закрывать ежедневные активности. Кстати, совсем недавно разработчики уже ускорили атаки на полярных ужасов, а теперь добрались и до маяка. Изменение небольшое, но в повседневной игре оно точно будет приятным бонусом. Ну а теперь давайте перейдем к следующим изменениям, которые появились в игре. И первое из них – это оптимизация сбора ресурсов. Разработчики увеличили базовую скорость сбора на защищенных узлах Альянса. Благодаря этому губернаторы смогут добывать ресурсы немного эффективнее. Как правило, большинство из нас каждый день отправляет 4 марша на обычные ресурсные плитки разных видов. И 5 мы отправляем на защищенный узел Альянса. А 6 мы используем для присоединения к полярным ужасам. Если мои наблюдения верны, то скорость сбора на защищенных узлах действительно стала немного выше. Визуально это заметно, хотя пока точные расчеты я не проводил. Если кто-то из вас уже успел протестировать это изменение и посчитать, насколько именно выросла скорость, обязательно пишите об этом в комментариях. А если к тому моменту точная информация у меня не появится, я постараюсь самостоятельно все проверить и поделюсь результатами в телеграм-канале. Ну а теперь переходим к тому, ради чего, думаю, многие и открыли этот ролик. Это новые донатные возможности, которые у нас появились в игре. И первое нововведение – это событие бонус Ледяного сияния.
Его особенность заключается в том, что награды выдаются в зависимости от самой крупной разовой покупки, которую вы когда-либо совершали на своем аккаунте. И самое приятное, что если вы уже раньше делали покупку на нужную сумму, ничего покупать заново не требуется. Все соответствующие награды можно будет забрать сразу после открытия события. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Первая награда – это за любое разовое пополнение на сумму $1. Думаю, этот этап большинство игроков уже давно выполнили. Далее идет покупка за $5, затем за $10. За покупку на $20 вы получаете анимированную эмоцию. Любителям различных декоративных элементов и косметики в игре она наверняка понравится. Следующий этап – это $50. И вот здесь у меня сразу возникли интересные воспоминания. Помню, примерно год назад или чуть больше, мне срочно понадобилось большое количество кристаллов огня. После одного веселого вечера и пару рюмок, ладно, пусть будет чуть больше, чем пару рюмок, я решил сделать себе подарок и купил наборы змеи. И как оказалось, именно эта покупка сейчас принесла мне дополнительную награду. В качестве бонуса я получил именную карточку «Сияние ледяной звезды». Честно говоря, выглядит она довольно-таки неплохо, поэтому, скорее всего, буду ей пользоваться. Кроме того, обратите внимание, что практически на каждом этапе мы получаем немалое количество шестеренок. А это ресурс, которого нам, как показывает практика, много никогда не бывает. И следующая ступень – это покупка на $100. Здесь уже награды становятся значительно интереснее. Помимо большого количества шестеренок, мы получаем эксклюзивный облик чата «Экспедиция Морозной ночи». Помимо этого мы получаем морозные звезды. 2000 звезд – это эквивалент 20-долларовой покупки и другие приятные бонусы в виде шестеренок, ускорений и ресурсов. Еще один момент, о котором обязательно стоит рассказать. Разработчики также подготовили дополнительную акцию на официальном магазине игры. Достаточно зайти туда 2 дня подряд, допустим, сегодня и на следующий день, и за это вы бесплатно получите новую анимацию, которую вы сейчас видите на экране. Акция появилась с сегодняшнего дня. И заберите алмазы, если до этого не делали это ранее. Помимо этого, если вы все еще не забирали двойную награду за счет пополнения на $10, обязательно это сделайте, потому что вы получите двойную награду. После появления этого события многие начали спрашивать меня в Телеграме, что лучше потратить $100, чтобы одновременно получить и полезные ресурсы, и все новые награды в этом меню. Если вы действительно планируете сделать такую покупку уже сегодня, то наиболее логичным вариантом, на мой взгляд, будет использовать свой донат в мероприятии «Путь света», так как вы одновременно выполните условия нового события и получите максимум дополнительных бонусов. Но лично я пока торопиться не собираюсь. Как человек, который по работе связан с маркетингом, я прекрасно понимаю, зачем разработчики запускают подобные акции. Очень часто такие предложения появляются прямо перед более крупными и интересными событиями, чтобы игроки купили нужные пакеты уже сегодня, как тетушка Эрис, которая клюнула сегодня. Именно поэтому мне кажется, что уже на следующей неделе нас может ждать что-то действительно интересное. Возможно, это будут новые кубики или другое выгодное событие. Поэтому для себя я решил пока не спешить с покупками. Если действительно появится выгодное предложение, я обязательно первым сообщу об этом в своем телеграм-канале. Ну а мы переходим к следующему изменению. Это оптимизация события «Подарок с пополнением». Разработчики добавили сразу 4 новые категории наград. Если ранее вы уже совершали пополнение на соответствующие суммы, то новые награды можно будет получить автоматически. Когда я начинал только играть, максимальная шкала пополнения заканчивалась примерно на $60. После появился этап на $100, где главным призом был скин на марш «Крылья ледяного ветра». Совсем недавно добавили награды за $200, где мы с вами могли получить рамку аватара «Кристальный свет звезд». А теперь разработчики расширили систему еще сильнее. Появились новые этапы на 400, 600, 800 и $1000. На мой взгляд, наиболее интересными выглядят наборы за 400 и $600, потому что именно там находятся ящики удачи со снаряжением героя и большое количество шестеренок. А вот за 800 и $1000 основной ценностью становятся тайные жетоны, необходимые для улучшения виджетов. Конечно, дополнительно идут ресурсы для снаряжения губернатора, поэтому назвать эти награды бесполезными точно нельзя. И следующее изменение, которое стоит отметить, это разработчики обновили стартовый набор усиления новичка. Если я правильно понял описание, изменения коснулись стартовых наборов, где мы могли с вами купить дополнительную стройку и дополнительный марш. Именно поэтому сегодня мне неожиданно пришли дополнительные награды за счет данных наборов. Ну а теперь давайте посмотрим на еще одно изменение, которое я заметил после обновления. Разработчики добавили новый бонус, получение которого необходимо совершить покупку на общую сумму $200 в течение одного дня. За это нам предлагают награды, которые вы сейчас видите на экране. Честно говоря, они действительно выглядят достойно. Особенно мне понравился новый телепорт, который смотрится очень красиво. Но здесь важно понимать, чтобы получить все эти награды, недостаточно просто иметь общий донат на аккаунте.
Необходимо именно в течение одного дня приобрести пакеты на общую сумму $200. Если честно, это не мой ежедневный бюджет и, вероятнее всего, не мой ежемесячный бюджет. Конечно, если вдруг будет какой-то праздник или жена неожиданно разрешит мне немного больше потратить на игру, то, возможно, когда-нибудь я и воспользуюсь этим предложением. Но на сегодняшний день лично для себя я не вижу смысла делать такую покупку. Как я говорил уже ранее, если вы все-таки планируете сегодня пополнить игру и хотите получить максимум выгоды, то в качестве альтернативы можете обратить внимание на событие «Путь света», либо воспользоваться новыми донатными наборами, которые разработчики добавили вместе с этим обновлением. И находятся они в этом меню. У нас с вами появились новые наборы, которые называются «Выгодный набор прорыва», «Усовершенствованный кристалл огня». Для него установлен лимит покупки один раз. При этом разработчики не уточняют, будет ли этот набор обновляться в будущем или это разовое предложение. Возможно, после покупки он просто исчезнет из магазина. И если вы как раз планируете выполнить условия на покупку $200 за один день, то этот набор вполне можно рассматривать как один из вариантов. Что касается моего мнения, то я бы не сказал, что это какой-то обязательный или невероятно выгодный пакет. Скорее, это крепкий среднячок. Определенная ценность в нем есть в виде усовершенствованных кристаллов огня, ускорений и обычных кристаллов огня. Но лично я для себя пока не вижу причин покупать именно его. Сейчас я снова вернулся к стратегии, которой уже пользовался раньше. Каждую неделю я покупаю набор с картой фрагментов кристалла огня. Итого за неделю у меня получается 278 фрагментов. А уже с учетом почти полного открытия всех войск 12 уровня, данный ресурс мне понадобится в большом количестве для прокачки навыков. Поэтому на данный момент именно эта карта стала для меня обязательной еженедельной покупкой, к которой я снова вернулся для того, чтобы улучшать навыки войск 12 уровня. Ну и на этом, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать о сегодняшнем обновлении. Все мы прекрасно понимаем, что донат – это неотъемлемая часть подобных игр. Игроки, которые вкладывают деньги, получают дополнительные возможности, и с этим сложно спорить. Донатный или нет игрок, каждый решает сам. Если не ошибаюсь, за все время Whiteout Survival я вложил около $3000. Жалею ли я об этом? Нет. Во-первых, огромное спасибо вам за поддержку. Благодаря просмотрам и вашей активности часть этих расходов окупается. Во-вторых, самое главное, я получаю удовольствие от игры. Кто-то тратит деньги на автомобили, кто-то на путешествия, кто-то на отдых или другие развлечения. Я же люблю игры, и для меня это тоже хобби, которое приносит удовольствие. Поэтому лично для меня эти траты были осознанными. Но повторюсь, как распоряжаться своими деньгами, каждый решает самостоятельно. Ребята, надеюсь, этот ролик был для вас полезным. Да, выпустил его немного позже, чем хотелось бы, но лучше поздно, чем никогда. Если видео вам понравилось, обязательно поддержите его лайком. И как всегда, напишите в комментариях, что вы думаете об этом обновлении. Какие изменения вам понравились больше всего. И, конечно же, планируете ли вы воспользоваться новыми донатными предложениями или будете ждать более выгодных событий. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну а я начинаю готовить для вас следующие ролики, которые выйдут совсем скоро. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, берегите себя. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока.